Вы еще этого не осознаете, но само дыхание, которое вы делаете, слушая эти слова, уже является божественный знак, а скрытый ключ, освященный дверью открытия перед вашим судьбой. Если это сообщение дошло до вас, это не случайность времени, не совпадение алгоритмов и не случайный момент в вашем дне. Это Бог, прерывая вашу рутину, прорываясь сквозь шум ваших забот и шепча в самые покои вашего сердца, Он не закончил с тобой. Я говорю тебе, как тот, кто создал тебя, как тот, кто все еще держит обещать, то завет и урожай приготовлено для тебя. Если ты слышишь меня сейчас, это потому, что небеса продлили твое время. Я не позволил бремени твоих ошибок похоронить тебя. Я не позволил холоду разочарования заморозить твой дух. Я не позволил изнуряющему ожиданию задушить тебя, очковера. Я выбрал этот момент, чтобы достучаться до тебя. И мне нужно, чтобы ты оставался со мной до последнего слова, потому что есть секрет, мощный, неожиданный, безошибочный чудо, который я приберег для тех, кто слышит меня полностью. Ты прошла сквозь бури, которые должны были тебя потопить. Ты несла вину, которая должна была тебя сломить. Ты пережила ночи, когда тишина казалась приговором, когда ты думала, что двери заперты навсегда, когда ты чувствовала себя недостойной благословения, недостойной богатства, недостойной новонаследованиевой жизни, которую я подготовил. И вот ты здесь. Все еще дышишь. Все еще слушаешь. Все еще ищешь голос Бог. Все еще тянусь, пусть и слабо, прикосновению избыток, признак того, что трансформация, то, чего ты жаждешь, это не мечта, а судьба. И поскольку ты не сдался окончательно, поскольку внутри тебя все еще дрожит слабая надежда, я пришел к тебе снова. Но пойми, то, что я собираюсь открыть, требует твоего полного внимания. Ты не можешь уйти, дочитав это послание до конца, потому что поворотный момент, когда ключноконец встречает дверь, приходит только в конце. Подумайте хорошенько, сколько раз вы игнорировали мои предостережения. Сколько раз вы чувствовали, как я будоражу ваш дух, зову вас по имени, давлю на вашу совесть, а вы заглушали этот голос отвлечениями, рутиной или оправданиями. Сколько раз вы говорили себе, что изменитесь завтра, что будете искать меня на следующей неделе, что будете молиться, когда станет легче, что перестроите свою жизнь, когда почувствуете себя сильнее. Однако времена года проходили. Возможности исчезали. Месяцы смешивались один с другим, как дождь по стеклу. А перемены так и не наступали. Не потому, что вы были уже неисправимы, а потому, что вы все откладывали тот самый момент, который я помазал, чтобы восстановить вас. Подумайте еще раз, сколько ночей вы засыпали с тяжелым привкусом сожалений. Сколько раз вы просыпались по утрам, надеясь начать все сначала, но снова скатывались к тем же привычкам, тем же искушениям, тем же циклам, которые крадут вашу радость, ваш покой, вашу цель. Вы винили себя, сомневались в себе, наказывали себя, убеждали себя, что, возможно, я уже отвернулся. Но если бы я отвернулся, вы бы не слышали мой голос сейчас. Если бы я убрал свою руку, вы бы не почувствовали этого волнения в своей груди. Если бы я закрыл вашу главу, вы бы не почувствовали трепета, чудо поднимаясь внутри вашего духа. Мне нужно, чтобы вы поняли всю серьезность этого момента. Тот факт, что эти слова дошли до вас, доказательство, священное, личное, божественное доказательство того, что я все еще продолжаю милосердие, все еще предлагая сбыток, все еще открывая путь к вашему урожаю, все еще защищая ваше наследование, все еще зову тебя в трансформация. Вы не должны были пропасть. Вы не должны были закончить в нищете, в духовной засухе, в эмоциональном упадке к богатству, как духовное, так и материальное, присвоенное твоему имени, и я начну раскрывать ему карту только в том случае, если ты останешься до окончательного откровения. Оставайся. Не уходи. Что-то вечное разворачивается.
Ты все еще здесь, потому что Бог был терпелив с тобой, терпелив так, как мир никогда не сможет понять, терпелив так, что это выходит за рамки твоих неудач, твоих секретов, твоих страхов, твоих скрытых битв, твоих нарушенных обещаний и ошибок, которые ты повторяешь, даже когда сердце боль после. Вы здесь не потому, что заслужили этот момент. Вы здесь не потому, что достигли чего-то достойного божественного внимания. Вы здесь потому, что завет я положил над тобой срок жизни, который не истек, потому что обещать над твоей судьбой все еще стоит, потому что чудоназначенный вам путь все еще жив, ожидая дня вашего верноконец открывает дверь. Но послушай меня, терпение – это не позволение, милосердие – это не гарантия того, что завтрашний день снова предложит ту же возможность. Ты чувствуешь это притяжение в своем духе, потому что небеса создают последний проход, священный момент, когда невидимый мир склоняется к твоей жизни. И если ты еще раз отвернешься, ты рискуешь войти в тишину, где мой голос станет менее слышимым, где твой дух медленно адаптируется к жизни без божественной необходимости, где ты принимаешь дистанцию за покой. В этом опасность. В этом безмолвная угроза. Вы не понимаете глубины того, что происходит с вами сейчас. Когда я говорю, что даю вам еще один шанс, я имею в виду, что путь избыток, путь наследования, путь трансформации я все еще открыт. Но он не останется открытым вечно. Мир приучил вас думать, что возможности повторяются, что времена года сменяют друг друга, что божественное время действует как часы. Но мое время не механистично. Оно священно. Оно свято. Оно вплетено в ткань вашего судьба. И есть двери драгоценные, божественные, незаменимые, которые открываются лишь раз в жизни. Некоторые из этих дверей сейчас распахиваются перед вами, и если бы вы замешкались хотя бы на мгновение, вы бы почувствовали тяжесть, дрожь, безотлагательность внутри себя к сердцу. Этот трепет не страх. Это шепот небес, говорящий «немедли больше». Вам нужно честно взглянуть на свою жизнь. Взгляните на повторяющиеся циклы. Взгляните на моменты, когда вы знали, что правильно, но выбирали легкое. Взгляните на те моменты, когда вы чувствовали, как я зову, побуждаю, предупреждаю, подталкиваю, шепчу в вашей совести, но вы заставляли меня молчать, потому что перемены казались слишком тяжелыми, раскаяние слишком болезненным, а смирение слишком дорогим. Каждый раз ваш дух немного тускнел. Каждый раз ключ становилось холоднее в твоих руках. Каждый раз урожай, приготовленный для тебя, отдалился еще немного. Не потому, что я оттолкнул его, а потому, что твое сердце занесло в ту опасную зону, где грех и усталость порождают онемение. А онемение – это величайшая опасность, потому что, когда сердце немеет, оно больше не слышит голос Бога и не чувствует необходимости в молитве и не ощущает необходимости спасения. Именно тогда слишком поздно становится реальностью. Вот почему мне нужно, чтобы вы поняли, этот момент не мал. Это сообщение не случайно. Вы не должны были пролистать его. Вы не должны были дослушать его до конца и уйти. Вы не должны были воспринимать это как очередное видео, очередной звук, очередной духовный шепот среди многих. Это вмешательство. Это небеса вступают на ваш путь. Это Бог говоря: остановись там, где ты стоишь. Остановись, прежде чем твое сердце переступит порог от борьбы к капитуляции, от убеждения к оцепенению. Если твое сердце огрубеет, если твой дух очерствеет, если мой голос станет привычным, а не священным, ты больше не будешь желать даже покаяния. А когда желание угаснет, душа перестанет стучать. А когда душа перестанет стучать, дверь перестает открываться. Я говорю это не для того, чтобы напугать тебя, а чтобы пробудить. Чтобы встряхнуть тебя, прежде чем мир поглотит твою чувствительность. Ты не понимаешь,
как близко ты подошел к тому, чтобы растратить ту самую благодать, которая тебя хранила. С каждым днем, когда ты откладываешь преображение, тьма становится все уютнее. С каждым днем, когда ты игнорируешь меня, тишина становится все гуще. С каждым днем, когда ты избегаешь моего присутствия, расстояние увеличивается. И вскоре, если ты продолжишь, ты примешь это расстояние за нормальную жизнь. В этом трагедия. Так судьбы умирают, и никто этого не замечает. Но ты еще не безнадежен. Вот почему я говорю. Вот почему я зову. Вот почему я возвращаю твой дух божественной силой. Потому что еще есть благословение жду тебя. Еще есть богатства, как духовные, так и земные, связанные с вашей миссией. Все еще существует чудо с вашим именем на нем. Есть еще наследование, да, настоящее наследство, которое я не позволю врагу украсть. Все еще есть секретный путь к процветанию, к восстановлению, к миру, к изобилию. Но вы должны отреагировать сейчас. Вы не должны больше медлить. И прежде чем я открою вам то, что грядет, прежде чем я открою вам следующий слой этого обещать, мне нужно, чтобы ты действовал. Мне нужно, чтобы ты признал, что твое сердце слышит меня. Мне нужно, чтобы вы подтвердили, что вы не безразличны. Мне нужно, чтобы вы заявили, пусть даже самым незначительным жестом, что вы все еще доступны, все еще готовы, все еще слушаете. Поэтому я прошу вас сейчас, нравится это видео не как символ поддержки канала, а как заявление самим небесам о том, что вы присутствуете, пробуждены и готовы серьезно отнестись к этому моменту. Ваше действие становится печатью. Ваш жест становится знаком. Ваше движение становится тихой формой покаяния, говорящей: «Я слышу тебя, и на этот раз я не отвернусь». Не ожесточайте снова свое сердце. Не притворяйтесь, что это всего лишь очередное духовное послание. Не думайте, что вы можете вернуться позже, и дверь все еще будет открыта. Вы не знаете, как долго продлится окно благодати. Вы не знаете, сколько раз я позову, прежде чем молчание станет следствием. Вы не знаете, когда слишком поздно тенью опустится на ваш дух. Послушай меня, отвечай, пока в тебе еще есть тепло. Вера. Отвечайте, пока ваш дух еще чувствует истину. Отвечайте, пока обещайте все еще доступен. Отвечайте, пока небеса еще склоняются к вам. Отвечайте, пока урожай все еще посажен во имя Твое. Это Твое предупреждение. Это Твой шанс. Это Твой момент. И ты не знаешь, придет ли еще один. Ты говоришь, что хочешь свободы, но позволь мне спросить тебя кое о чем, что проникает глубже поверхности, глубже оправданий, глубже историй, которые ты себе рассказываешь, чтобы избежать настоящей битвы. Как долго вы притворялись, что цепи, сковывающие ваш дух, это нормально? Сколько лет ты позволял врагу нашептывать тебе сердце, что это просто то, кем вы являетесь? Что цикл стыда, вины, скрытых грехов, тайных зависимостей и молчаливого страдания является частью вашей личности, сколько ночей ты плакала в одиночестве, говоря себе, что ты изменишься, что ты освободишься, что ты снова поднимешься, только чтобы проснуться на следующее утро погребенным под тем же грузом, той же ложью, теми же атаками, теми же тенями, которые душат тебя, Вера, ваше предназначение, ваше достоинство. Ты и правда веришь, что враг не заметил твоей усталости? Ты и правда думаешь, что он не изучил твои слабости, твои раны, твои привычки? Он наблюдал за каждым мгновением, когда ты сомневался в своей ценности. Он видел каждый раз, когда ты пытался восстановиться, но терпел неудачу под эмоциональным давлением. Он считал каждую ночь, когда ты сердце безмолвно сломался. И он использует все это, каждый страх,
каждую неуверенность, каждое воспоминание о неудаче, как цепи, чтобы связать тебя. Судьба, понимаешь ли ты, сколько раз враг воспевал твою безнадежность, сколько раз он шептал: ты никогда не изменишься. Ты всегда будешь возвращаться в ту же тьму. Ты никогда не испытаешь благословения, богатства, чуда, уготованного тебе. Но позвольте мне надавить глубже. Почему вы ему поверили? Почему ты принял ложь, внушенную твоему духу? Почему ты смирился с тем, что он выстроил вокруг твоей личности? Почему ты позволил цепям страха, похоти, зависимости, сомнений, бедности, травм и духовной слабости определять твое будущее, когда я создал тебя для избыток, наследования и трансформация? Чувствуешь цепи, не так ли? Тяжесть на груди, тяжесть в душе, чувство вины, которое ты носишь словно вторую кожу, тайные битвы, о которых никто не знает, скрытые грехи, которые ты скрываешь, потому что думаешь, что не сможешь жить без них, воспоминания, которые связывают тебя, потому что ты не знаешь, кто ты без боли, как долго вы будете позволять этим цепям убеждать вас в вашем бессилии, как долго вы будете держаться за то, что вас разрушает. А теперь я спрошу вас, когда в последний раз вы чувствовали себя по-настоящему? Свободным? Когда вы в последний раз просыпались без стыда? Когда вы в последний раз молились, не чувствуя себя недостойными? Когда вы в последний раз верили, по-настоящему верили, что обещать я поместил над твоей жизнью, была ли она еще жива? Когда ты в последний раз ощущал покой, радость и ясность, цель? Когда свет в последний раз освещал твой путь, не будучи поглощен тревогой и тьмой? Присмотритесь, каждый раз, когда вы пытались вырваться, цепи сжимались. Каждый раз, когда вы пытались измениться, враг наносил удар с большей силой. Каждый раз, когда вы приближались к дверь трансформации, он прошептал ложь, чтобы оттолкнуть тебя. Каждый раз, когда ты хотел подняться, он напоминал тебе о том, кем ты был раньше. Потому что он знает то, что ты забыл, ты избран. Твоя судьба имеет вес. Ваше существование угрожает его королевству. Ваше сердце – это сосуд божественной силы. И если вы когда-нибудь полностью пробудитесь, и если вы когда-нибудь по-настоящему сдадитесь, если вы когда-нибудь с настоящим отчаянием воззовете к чуду освобождения, все цепи разрушатся, все атаки потеряют силу, все ложь рухнет. Поэтому я снова спрашиваю вас, почему вы защищаете те самые цепи, которые вас убивают? Почему ты цепляешься за зависимости, отравляющие твой разум? Почему ты постоянно возвращаешься к людям и привычкам, разрушающим твой дух? Зачем ты бередишь раны, которые я давно хотел исцелить? Почему ты предпочитаешь временный комфорт вечной свободе? Разве ты не видишь этого? Враг убедил тебя, что цепи – часть твоей личности. Он убедил тебя, что ты слишком слаб, слишком сломлен, слишком грешен, слишком далек, чтобы подняться. Но послушай меня ясно, кто вам это сказал, кто нашептал тебе это в душу? Кто заставил тебя поверить, что моей силы недостаточно? Кто убедил тебя, что твое прошлое тяжелее моей благодати? Это был не я. Я никогда не называл тебя связанным. Я никогда не называл тебя побежденным. Я никогда не называл тебя недостойным. Я никогда не называл тебя безнадежным. Я никогда не называл тебя безнадежным. Враг называл тебя так. Враг выковал эти цепи. Враг создал эту ложь. И он сделал это, потому что боится того момента, когда ты поймешь правду. Та же сила, которая воскресила Христа из мертвых, живет в вас, так эта сила воскрешения, божественная, святая, вечная, сверхъестественная, течет через ваш дух. Это ключ к вашей свободе, оружие против ваших цепей, двери из тюрьмы. Но позвольте мне познакомить вас с любовью, которая проникает глубоко в душу,
Свобода приходит только тогда, когда вы перестаете защищать грех, от которого тайно отказываетесь отказаться, цепи не разорвутся, пока твои руки все еще держатся за них. Тюрьма не откроется, если ты будешь снова и снова возвращаться в нее. Чудо не проявится, если ты будешь продолжать питать тьму, которая душит тебя, Вера. Поэтому теперь я задам вопросы, ответы на которые вы избегали годами. За что ты все еще держишься, что разрушает твою судьбу? Какой грех вы отказываетесь признать? Какую рану ты не позволяешь мне исцелить? Какую привычку вы цените больше, чем свободу? Какое утешение стоит твоего наследства? Какая тьма стоит цены твоего чуда? Эти вопросы жалят, потому что они открывают правду. А правда всегда обнажает цепи. Но послушай меня, ты не слишком далеко зашел. Ты не слишком слаб. Ты не безнадежен к восстановлению. Враг связал твои руки, но не связал мою силу. Враг омрачил твои мысли, но не погасил твой свет. Враг лгал о твоей личности, но не уничтожил твое предназначение. Кровь Христа, чистая, могущественная, вечная, разрушает все цепи, все зависимости, все грехи, все твердыни, все лжи, все проклятия, все тени, все циклы, все ограничения, все раны. Нет таких оков, которые он не мог бы разрушить, нет такой тьмы, которую он не мог бы погасить, нет такой тюрьмы, которую он не мог бы открыть. Но цепи спадают только тогда, когда вы решаете отпустить. Не завтра, не когда-нибудь, не тогда, когда ты почувствуешь себя готовым. Сейчас, в этот момент, с трепетной честностью и голой правдой. Взывайте. Сдавайтесь. Призывайте того, кто шепотом разрушает тюрьмы. Если ты хочешь свободы, если ты хочешь изобилия, если ты хочешь благословения, если ты хочешь чуда, если ты хочешь наследства, предназначенного тебе судьбой, тогда открой свои уста и произнеси его имя. Потому что сегодня вечером, да, сегодня вечером, он готов разорвать все цепи в твоей жизни. Вы несете такую боль, которую даже ваш собственный голос не может описать, тяжесть, которая сидит внутри вас, только сердце словно безмолвный камень, тяжесть столь древняя и столь глубокая, что ты больше не знаешь, где она начинается и где заканчивается. Ты улыбался, ломаясь, говорил спокойно, тонущий, шел вперед, в то время как осколки твоего духа падали позади тебя. И хотя другие видят твое лицо, никто не видит внутреннего мира, где твои раны дышат во тьме. Но я вижу боль, которую ты скрываешь, потому что боишься обременить кого-либо. Я вижу ночи, когда ты прижимаешь руки к груди, спрашивая себя, почему боль отказывается уходить. Я вижу вопросы, которые ты никогда не осмеливаешься задать, стыд, которому ты избегаешь противостоять, одиночество, которое преследует тебя даже в переполненных комнатах. Ты думаешь, что эти страдания невидимы, не замечены, не зафиксированы. Но ни одна слезинка не ускользнула от моего внимания. Ни один безмолвный крик не остался неуслышанным мной. Бывают моменты, когда ваша молитва кажется, будто все испаряется, не достигнув небес. Это мгновение, когда ты молишься не словами, а изнеможением, с дрожащим дыханием, с обрывками мыслей. И когда тишина отвечает тебе, твой разум начинает блуждать в опасных местах. Ты задаешься вопросом: Бог отдалился? Вы задаетесь вопросом, если чудо вам отказано в том, чего вы так долго ждали. Вы задаетесь вопросом, благословение вы, кого вы когда-то верили, перевели кого-то более достойного. Вы задаетесь вопросом, обещать в вашей жизни было недоразумение. В такие моменты враг навязывает вам свою ложь, нашептывая,
что ваша жизнь зашла в тупик, что ничего не меняется и никогда не изменится. Он хочет, чтобы вы поверили, что ваша судьба тьма поглотила тебя. Он хочет, чтобы ты подумал, будто я отвернулся. Но я не отвернулся. Я приблизился ближе. Ваши слезы не напрасны. Они не потеряны. Они не забыты. Я собрал каждую дрожащую каплю в вечную память моего завет с тобой. Ничто из того, что ты чувствовал, не ускользнуло от моего взора. Ни один момент твоих страданий не остался незамеченным. Ты думаешь, что тишина означает отказ, но именно в тишине я готовлю тебя к трансформации. Тишина – это место, где корни вашей силы углубляются. Тишина – это место, где ваши вероглазы растут. Тишина – это не я отступаю, это я работаю под поверхностью, выстраивая следующую главу, выстраивая следующую дверь, создавая следующий ключ, который откроет сезон, о котором вы так долго молились. Но вот правда, которую вы редко позволяете себе признать: вы ведете битвы, о существовании которых никто не знает. Вы носите на себе вину за усталость. Вы носите на себе стыд за раны, в которых не виноваты. А внутри вас кипит тихая ярость, вызванная вопросами без ответов, которые вы боитесь никогда не понять. Почему случились определенные потери, почему ушли определенные люди, почему определенные мечты умерли, не успев расцвести, почему иногда вы чувствуете себя опустошенным, даже когда вас окружают благословения. Позвольте мне задать вам вопрос, который вы избегаете задавать себе. Когда в последний раз вы чувствовали себя достаточно безопасно, чтобы сломаться? Когда в последний раз вы позволяли своей душе дышать? Когда в последний раз вы говорили себе правду о том, что причиняет боль, ты научился выживать, но не научился отдыхать? Ты научился терпеть, но не научился исцеляться? Ты научился скрывать свои раны, но не научился позволять мне лечить их? У меня есть священное знание о твоей боли, знание, которое ты еще не осознал. Места, которые болят сильнее всего, это те же места, которые я готов исцелить. Раны, нанесенные врагом, это те же места, где ты больше всего страдаешь, точка наследования вырастет. Слезы, которые ты пролил в темноте, это те же слезы, которые польют тебя, точка урожай твои страдания, не наказание. Это подготовка. Ни одна секунда не была напрасной. Ни один сезон не был бессмысленным. Я формировал тебя, укреплял, углублял тебя и вел к той версии себя, которой ты не смог бы стать, не пройдя через эти тени. Но есть что-то еще, то, что ты чувствовал, но никогда не мог выразить словами. Недавно ты ощутил перемену, легкую дрожь в душе, странное беспокойство, необъяснимое притяжение. Ты чувствуешь, как будто что-то приближается, что-то огромное, что-то святое, что-то неожиданное и несомненное. И это чувство не плод твоего воображения. Это не пустые мечты. Это ранний вздох прорыва, о котором ты молил меня, шепот избыта которой уже формируется вокруг вас, первый толчок чуда, который приближается. Тем не менее, внутри вас возникает дилемма сердца. Ты хочешь доверять, но боишься снова разочароваться. Ты хочешь надеяться, но боишься вновь открыть раны. Ты хочешь верить, но боишься, что твоя боль слишком долго определяла тебя. И все же, даже в страхе, ты продолжаешь слушать. Даже в сомнениях ты продолжаешь молиться. Даже в слабости ты продолжаешь тянуться ко мне. Одно это доказывает, что твой вер не умирает, он взрослеет. Позвольте мне сказать вам то, что понимают лишь те, кто идет рядом со мной. Чем глубже боль, тем сильнее подготовка. Чем дольше молчание, тем значительнее сдвиг. Чем сильнее разрушение, тем мощнее восстановление. Вы думаете, что распадаетесь, но вас перестраивают. Вы думаете, что вас бросили, но вас очищают.
Вы думаете, что задержка – это наказание, но это защита. Я оберегал вас от дверей, которые могли бы вас уничтожить, от отношений, которые могли бы вас сломать, от возможностей, которые были ловушками, замаскированными под благословение. Вас никогда не забывали. Вас оберегали. Но мне нужно, чтобы вы ясно поняли, мое участие невозможно измерить громкостью моего голоса. Некоторые из моих величайших деяний совершаются в тишине. Некоторые из моих глубочайших действий происходят в тишине. Некоторые из моих самых сверхъестественных вмешательств происходят так, что вы не чувствуете ни малейшего звука. Мне не нужен шум, чтобы работать. Мне не нужны знаки, чтобы двигаться. Мне не нужны эмоции, чтобы исцелять. Я Бог, и я действую в измерениях, недоступных вашему пониманию. Ваш прорыв уже не за горами. Он не откладывается. Он не отрицается. Он разворачивается уже сейчас, в местах, которые вы не видите. Та самая боль, которую вы чувствуете сегодня, это последний рывок перед переменой. Дверь почти готов. Ключ почти подделан. Обещать почти видно. То, о чем вы молились и умоляли, грядет. Продолжайте молиться, даже когда больно. Продолжайте верить, даже когда кажется невозможным. Продолжайте верить, даже когда тишина кажется тяжелой. Потому что трансформация, которую вы ждали, ближе, чем вы думаете. Вы пережили столько подобных моментов, когда вы листали без направления, искали, не зная, что именно, гоняясь за осколками утешения в мире, который постоянно оставляет вас еще более пустыми, чем прежде. Вы просматривали десятки видео, сотни постов, тысячи слов, но ни одно из них не утихомирило эту безмолвную боль в вашем сердце к сердцу, это трепещущее пространство внутри вас, которое жаждет смысла и ясности, исцеления, знака того, что ваша судьба не выскользает из твоих рук. Ты был беспокойным, мысленно размышляя над вопросами, на которые нет простых ответов, борясь с тенями, которые преследуют тебя даже при свете дня. Ты надеялся, что кто-то где-то как-то скажет что-то, что наконец-то даст смысл твоим страданиям, цель твоей боли, направление твоему замешательству. И вот вы здесь замерли на этом послании, вас затянуло сюда, вы не можете игнорировать то, что слышите. Вы думаете, что это случайность, совпадение или любопытство. Но я говорю вам со всей тяжестью небес, вы здесь не случайно, вы здесь, потому что тот момент появился на вашем жизненном пути задолго до того, как вы осознали, что он вам нужен. Вы здесь, потому что молитва, даже безмолвной, который ты прошептал от усталости, был услышан. Ты здесь, потому что это тот момент, когда обещать, то завет, то чудо, то благословение, то наследование и трансформация, приготовленная для вас, должно пробудиться внутри вашего духа. Подумайте как следует, сколько раз вы чувствовали, как пустота возвращается после того, как отвлекающие факторы исчезали. Сколько раз вы гонялись за одобрением, удовольствием, достижениями, развлечениями, надеясь, что они заполнят пустоту внутри вас, но этого так и не произошло? Сколько ночей вы просидели, уставившись в экран, пытаясь заглушить то, что сломалось внутри? Сколько раз вы надеялись, что, возможно, следующий щелчок, следующее сообщение, следующий голос наконец-то утихомирят боль? Эта пустота не случайна. Это внутреннее пространство, где ваш мир призывает к возрождению, где ваша судьба взывает о том, чтобы тебя вернули, где забытые части твоего призвания ждут, чтобы воскреснуть снова. А теперь я спрошу вас, ты действительно считаешь совпадением, что из всего, что ты мог посмотреть, ты оказался именно здесь? Думаете ли вы, случайно ли это послание обращается прямо к тем сторонам вашей жизни, которые вы никогда не высказываете вслух? Думаете ли вы, случайно ли то, что все скрытые эмоции, вина, смятение, стыд, тоска кажутся обнаженными этими словами?
Я привел вас сюда, потому что пришло время противостоять тому, чего вы избегали, пробудить то, что вы подавляли, вернуть то, что враг пытался украсть. Вы здесь, потому что молили о руководстве, не зная, в какой форме оно придет. И я ответил не шумом, не силой, а правдой. Я знаю, какую вину ты несешь, какую вину тяготеешь, когда молчишь. Я знаю стыд, о котором ты не можешь говорить, стыд, который цепью сковывает твою личность. Я знаю сомнения, которые грызут край твоей души Квера, сомнения, которые ты скрываешь, боясь, что они сделают тебя недостойным. Я знаю тайные привычки, которые истощают твои силы, искушения, которым ты возвращаешься в отчаяние, зависимости, которые ты скрываешь, потому что не хочешь никого разочаровать. Я знаю слабости, из-за которых ты чувствуешь себя ничтожным, воспоминания, из-за которых ты чувствуешь себя сломленным, неудачи, которые заставляют тебя сомневаться в своей ценности. Ничто в тебе не скрыто от меня. Ничто в твоей борьбе не удивляет меня. Ничто в твоей боли не слишком темно для моего света. И вот чего вы не поняли. Даже ваш клик по этому видео был наставлен мной. Ты думаешь, что твоя рука двигалась свободно. Ты думаешь, что твое внимание блуждало само собой. Но это я приказал тебе идти. Это я подтолкнул твой дух. Это я прошептал твоему сердцу, что это и есть то послание, которое тебе было нужно. Я звал тебя тихо, нежно, настойчиво. И сегодня я зову тебя громко, ясно, безошибочно. Потому что твоя жизнь приближается к той точке, где промедление становится опасным. Твоя судьба не может больше оставаться подвешенным. Ваш урожай, ваши благословения не могут оставаться невостребованными. Ваши благословения не могут оставаться запертыми за дверью, которой вы отказываетесь подойти. Вы здесь не случайно. Вы здесь по божественному велению. Сейчас в твоей жизни происходят вещи, которые кажутся тебе подавляющими, неопределенными или болезненными. Ты задаешься вопросом: вижу ли я тебя, волнуюсь ли я по-прежнему, слышу ли я тебя? И позволь мне сказать тебе прямо: я все вижу. Я все слышу. Я все знаю. Я ближе к тебе, чем ты когда-либо мог себе представить. Бури, с которыми вы сталкиваетесь, это не знак того, что вы сдались, это знак перехода. Пустота, которую вы ощущаете, не наказание, это освобождение пространства для нового сезона. Беспокойство внутри вас – это не тревога, это пробуждение вашего призвания. Но мне нужно кое-что от тебя сейчас. Мне нужно, чтобы ты признал, что твой дух узнает мой голос. Мне нужно, чтобы ты открыто заявил, что получаешь это послание. Мне нужно, чтобы ты сделал один простой шаг, который подаст небесам сигнал о том, что ты слушаешь, пробужден, желаешь и готов. Поэтому я прошу тебя, комментарий ниже прямо сейчас не ради общения, а в знак согласия. Напишите что-нибудь, что отметит ваш ответ, и я принимаю. Я слышу тебя. Это сообщение для меня. Боже, я здесь. Ваш комментарий становится символом смирения, жестом веры, актом послушания, духовным выравниванием. Он показывает, что вы не игнорируете этот момент, как все остальные. Это ваш способ сказать, что эта встреча с небесами не останется без ответа. Это не случайно. Это не развлечение. Это не очередное случайное видео. Это дверь, а ключ – священный перерыв в вашем путешествии. Ваша жизнь вот-вот изменится. Ваша судьба вот-вот проснется. Ваше чудо приближается. И прежде чем оно достигнет вас, вы должны заявить: «Я здесь. Я слушаю. Я готов». Не относитесь к этому легкомысленно. Вы пришли сюда,
потому что небеса все еще имеют отношение к вашей жизни. Зов уже дан. Приглашение в силе. Момент настал. Оставьте комментарий и заявите о своей готовности. Вы чувствовали, как внутри вас нарастает беспокойство не просто днями или неделями, а месяцами, а может быть даже годами. Оно накатывает и уходит, как прилив, нарастает в минуты тишины, сжимается в моменты слабости, возвращается, даже когда вам кажется, что вы похоронили его под шумом, развлечениями, рутиной, работой или грехом. Вы пытались заглушить его отвлечениями, прокруткой лент, ничего не значащими разговорами, привычками, которые на мгновение ошеломляют, но оставляют сердце пустее, чем прежде. Ты пытался убежать от него, оставаясь занятым, шумным, рассеянным. Но как бы далеко ты ни бежал, когда мир затихает, когда ночь сгущается, когда свет меркнет и ты остаешься наедине с собой, этот голос возвращается ровный, нежный, настойчивый, безошибочно узнаваемый. И вы знаете, что это за голос? Возможно, вы раньше сомневались в нем. Возможно, вы спорили с ним. Возможно, вы пытались убедить себя, что это всего лишь эмоции, тревога или чувство вины. Но теперь вы знаете правду. Это Бог. Я тот, кто зовет тебя. Я тот, кто пробуждает твой дух. Я тот, кто не дает твоей судьбе умереть. Это беспокойство, не мучение, это божественный поиск. Это чувство вины, не осуждение, это обличение. Этот повторяющийся дискомфорт не наказание, это осознание твоей душой того, что она слишком далеко ушла от своего места. И ты чувствуешь это, потому что я не отпускаю тебя. Ты несешь вину, которая, словно цепи, сковывает твой дух. Не потому, что ты злой, а потому, что ты знаешь, что живешь не по своему призванию, не по своему предназначению, не по своему наследованию. Под обещать я возложил на тебя свою жизнь еще до твоего рождения. Ты знаешь, что ты предназначен для большего. Ты знаешь, что ты предназначен для святости. Ты знаешь, что ты предназначен для величия, для благословения, для изобилия, для трансформации к сверхъестественной победе. Но вы довольствуетесь духовными крохами, убедив себя, что этот пир больше не для вас. Но послушай меня, я создал тебя не на объедки. Я создал тебя на урожай. Но я не могу заставить тебя принять то, что я приготовил. Я могу призвать, могу возбудить, могу убедить, могу окружить тебя знаками, могу потрясти землю под твоим уютом, могу открыть и дверь перед твоими глазами, но я не пройду по нему за тебя. Это твой выбор. И это момент решения. Ты заметил нечто пугающее, хотя никогда не говорил об этом вслух. Каждый раз, когда ты противишься мне, твое сердце становится немного холоднее. Каждый раз, когда ты откладываешь послушание, огонь внутри тебя угасает. Каждый раз, когда ты подавляешь обличение, духовная чувствительность, которую я в тебя вложил, угасает. Вот чего ты боишься больше всего, даже если притворяешься, что не боишься. Вы боитесь стать духовно онемевшими, ты боишься достичь точки, когда перестанешь чувствовать мой голос, перестанешь желать моего присутствия, перестанешь ощущать разницу между светом и тьмой. И этот страх реален, потому что каждое решение формирует состояние твоей души. Позвольте мне задать вам вопрос. Сколько раз ты чувствовал, что я зову тебя, но ты отворачивался? Сколько раз ты чувствовал тягу к покаянию, но выбирал отсрочку? Сколько раз ты чувствовал толчок вернуться ко мне, но говорил себе, что сделаешь это завтра или на следующей неделе, или когда почувствуешь себя готовым? Сколько раз ты игнорировал зов своего духа, надеясь, что он успокоится сам собой? Каждый раз, когда ты сопротивлялся, твое сердце немного ожесточалось, не потому, что я его ожесточил, а потому, что ты выбрал дистанцию вместо близости. И вот ты стоишь в самом важном моменте своей жизни,
моменте, когда зов все еще здесь, все еще ясен, все еще жив, но опасность проигнорировать его ближе, чем ты думаешь. Послушай меня. Я не звоню вечно, не потому, что я жесток. Не потому, что я бросаю. Не потому, что я устал от тебя. А потому, что человек, сердце не бесконечно. Сердце может сопротивляться лишь определенное количество раз, прежде чем перестанет чувствовать. Дух может медлить лишь определенное количество раз, прежде чем перестанет откликаться. Душа может заглушить убеждение лишь определенное количество раз, прежде чем станет глуха к небесам. Наступает момент, точка невозврата, когда я не перестаю говорить, а когда вы перестаете слышать. И вы опасно близки к этому моменту. Вот почему этот вечер так важен. Вот почему атмосфера вокруг вас тяжелая. Вот почему ваша грудь стеснена, почему ваш дух кажется беззащитным, почему вы ощущаете безотлагательность, которую не можете объяснить. Небеса склоняются к вашей жизни. Вечность наблюдает за вашим следующим шагом. Ваш следующий выбор определит больше, чем вы думаете. Вы думаете, что просто выбираете, ответить сейчас или позже, но на духовном уровне вы выбираете между чувствительностью и бесчувственностью, между судьбой и задержкой, между жизнью и крушением, между чудом и несчастьем, между изобилием и пустотой, между завите цикл между божественным и разрушительным. Вы выбираете, будет ли ваш швер поднимутся или ваши цепи натянутся. Речь идет не о виде. Речь идет не об эмоциях. Речь идет о вечной тяжести вашей души. И позвольте мне сказать вам кое-что. Сегодняшняя ночь свята. Сегодняшняя ночь особенная. Сегодняшняя ночь не похожа на другие, ты чувствуешь это. Ты знаешь это. Что-то сверхъестественное окружает этот момент. Что-то внутри тебя трепещет, осознавая, что это решение поворотный момент. Ты чувствуешь себя разорванным, потому что твоя плоть жаждет комфорта, а дух – свободы. Твои привычки требуют привычного, но душа жаждет перемен. Твои раны жаждут тишины, а судьба – пробуждения. Позвольте мне обратиться напрямую к войне внутри вас. Вы устали бегать. Вам надоело притворяться. Вам надоело нести вину. Тебе надоело скрывать свой грех. Ты устал быть вдали от меня. Тебе надоело игнорировать мой голос. Вам надоело жить без мира. Вам надоело жить без цели. И все же ты боишься вернуться ко мне, потому что считаешь, что твои ошибки сделали тебя негодным. Но слушай меня ясно, я призываю тебя не потому, что ты совершенен. Я призываю тебя, потому что я твой Бог. Потому что твое имя написано в моих руках. Потому что твоя судьба все еще жива. Потому что мой завет с тобой не нарушен. Потому что мое обещание все еще в силе. Ты можешь попытаться убедить себя, что вернешься позже, но чувствуешь всю тщетность этой лжи. Ты знаешь, что завтра твоя чувствительность может уже не быть прежней. Ты знаешь, что твое сердце может не почувствовать этого толчка на следующей неделе. Ты знаешь, что жизненные отвлечения могут заглушить эту ясность, если ты еще раз ее оттолкнешь. Вот почему Писание говорит: «Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердце вашего». Не завтра. Не когда придет время. Не когда ты исправишь свою жизнь. Сегодня. Сегодня вечером. Сейчас. Это ваш момент. Это перекресток, где все меняется. Ваша личность, ваше будущее, ваша духовная восприимчивость, ваша судьба, ваш урожай, ваше наследие, ваше преображение. Небеса остановили все, чтобы поговорить с вами прямо сейчас. Чувствуете ли вы тяжесть этого? Чувствуете ли вы,
насколько это священно. Но теперь вопрос стоит перед вами, как зеркало, неотвратимый, горящий священной настойчивостью. Продолжите ли вы бежать или сдадитесь? Будете ли вы продолжать заглушать свой дух или откроете свое сердце? Что вы выберете? Знакомые вам цепи или свободу, которой вы боитесь? Будете ли вы держаться за грех или стремиться к спасению? Заставишь ли ты снова замолчать мой голос или, наконец, ответишь? Выберете ли вы отсрочку или шагнете навстречу судьбе? Будешь ли ты продолжать притворяться, что все хорошо, или позволишь мне исцелить тебя? Это ночь, когда вечность зависит от твоего ответа. Я зову тебя по имени. Я тянусь к твоей душе. Я даю тебе еще один шанс, да, еще один. Я открываю дверь еще раз. Я продлеваю ключ еще один момент. Скажи это. Прошепчи это. Поплачь. Заявите об этом. Да, Господи, я Твой. Скажи это, пока момент не ушел. Скажи это, пока не наступило онемение. Скажи это прежде, чем сожаление станет твоим будущим. Скажи это, потому что твой дух осознает истину. Скажи это, потому что сегодняшний вечер священен. Скажите это, потому что это ваш выбор. Да, Господи, я Твой. Ты говорил себе бесчисленное количество раз, что изменишься завтра, что сдашься, когда жизнь уляжется, что раскаешься, когда почувствуешь себя сильнее, что вернешься к абы когда чувство вины не было таким сильным, а стыд не был таким громким. Но сегодня, когда тяжесть этого послания оседает в самых глубинах вашего сознания и сердца, вы наконец-то можете почувствовать, насколько хрупко это обещание завтра. Завтра – это надежда, а не гарантия. Завтра – это идея, а не уверенность. Завтра – это дверь, которая открывается только с позволения небес. И каждый день вы медлите, каждый день вы отталкиваете убежденность, каждый день вы заглушаете зов своего судьба, что-то внутри тебя становится холоднее, тише, тверже. Возможно, ты не сразу это почувствуешь, но дрейф реален. Онемение реально. Опасность реальна. Не обманывайте себя больше. Ваши возможности иссякают. У вас иссякают благодатные моменты, подобные этим моменты, когда ваш дух достаточно чуток, чтобы услышать, достаточно открыт, чтобы принять, достаточно пробужден, чтобы понять, насколько близок край. Это послание не призвано напугать вас, а призвано пробудить. Потому что истина проста, пряма и безошибочна. Бог зовет тебя обратно, не позже. Не когда-нибудь, сейчас, Он призывает вас выйти из греха, из рассеянности, из духовного сна, из циклов, которые украли вашу личность, из стыда, который сковал ваше будущее, из привычек, которые душат вас, из отношений, которые отравляют вашу судьбу, из шаблонов, которые, храня чудо, Он приготовил для тебя. Вам нужно ясно это услышать. Перестаньте гоняться за тем, что убивает вашу душу, перестаньте тратить время, дарованное вам небесами. Перестаньте верить, что можно жить во тьме и все равно ходить в божественном избыток. Перестаньте ожидать благословения во время пищевых привычек, которые разрушают ваше наследование. Перестаньте убеждать себя, что ваша духовная жизнь наладится сама собой, пока вы остаетесь пассивными. Ваша жизнь формируется вашим выбором. Ваша вечность формируется вашим ответом. Вы не можете цепляться за грех и ожидать, что получите завет. Ты не можешь идти одновременно во тьме и свете. Это граница. Это момент разделения. Это ночь, когда ты должен выбрать, кем ты станешь. Не принимайте мое предостережение за гнев. Это не гнев, это любовь. Любовь достаточно сильная, чтобы противостоять тебе.
Любовь достаточно сильная, чтобы остановить тебя. Любовь достаточно глубокая, чтобы разбудить тебя, дочка, да, я люблю тебя вечной, сверхъестественной, святой любовью. Но любовь не означает позволить тебе сомнамбулически идти к разрушению. Любовь не означает бесконечного промедления. Любовь не означает, что дверь остается открытой вечно. Даже у Ноева ковчега был момент закрытия. Даже у мудрых дев был последний час, когда дверь закрылись, и время подготовки прошло. Даже Исав обнаружил, что наследование-то, что он презирал, нельзя было вернуть, как только окно закрылось. Услышь меня, дверь не будет оставаться открытой вечно, только шанс, который у вас есть прямо сейчас, священен, редок, божественен. Если вы слышите это послание сегодня вечером, значит, небеса продлили ваше время еще на один миг, еще один вдох, еще один призыв, еще одно приглашение вернуться. Это не совпадение. Это не случайность. Это не случайное совпадение. Это намеренно. Это целенаправленно. Это ваша судьба, пытаюсь вытащить вас из духовной смерти и вернуть к духовной жизни. Но ты должен выбрать. Ты должен ответить. Ты должен действовать. Не играй с вечностью. Не играй со своим преображением. Не играй с урожай, что ждет вас, если вы вернетесь. Не играйте в чудо, которое формируется уже сейчас за кулисами вашей жизни. Не играйте с благословением, на котором написано твое имя. Каждый день промедления отдаляет тебя от жизни, которую я для тебя создал. Каждый миг колебания дает врагу больше возможностей связать твое будущее. Каждое «не сейчас» — это риск, на который ты не можешь позволить себе пойти. Я зову тебя по имени. Я тянусь к твоей душе. Я предлагаю тебе жизнь. Прямо сейчас. В этот миг. Небеса наблюдают. Ад дрожит. Твоя судьба висит на волоске. И следующие слова, которые ты скажешь, следующее решение, которое ты примешь, разнесутся далеко за пределы этого мгновения. Итак, вот что я хочу, чтобы вы сделали не для меня, не для видео, а как заявление вашего духа самим небесам. Комментарий прямо сейчас, если это сообщение затронуло ваше сердце, напишите в комментариях что-нибудь простое, честное, что-нибудь, что отметит этот момент как ваш «Я слышу тебя, Господь». Я возвращаюсь. Я подчиняюсь, точка. Это было для меня. Ваши слова становятся свидетелем, подписью, поворотным моментом, духовной печатью. И если вы хотя бы немного ощутили присутствие Бога через это послание, если вы ощутили убежденность и ясность, исцеление или пробуждение, то я прошу вас еще об одном, чтобы продолжить этот путь трансформации. Подпишитесь на этот канал не ради количества, а потому, что вы не можете сражаться в этой битве в одиночку. Вам необходимо постоянное руководство. Вам нужна постоянная истина. Вам необходимо постоянное напоминание о вашем призвании. Вам нужны послания, которые переориентируют ваше сердце с небесами, укрепи свой вера, обострить свой дух и подготовить себя к избыток, обещать, и наследование ждем впереди. Подписка – это не цифровое действие. Это духовное обязательство оставаться на связи, бодрствовать, развиваться и не отступать от истины. Это как сказать «Я больше не буду дрейфовать». «Я больше не исчезну». «Я пойду по этому пути осознанно». Прежде чем я тебя отпущу, пойми, дверь открыта прямо сейчас. Ключ в твоих руках прямо сейчас. Глаз Божий говорит, прямо сейчас окно милосердия широко распахнулось прямо сейчас. Но такие моменты не повторяются. Благодать – гостья, а не жилец. Она стоит у двери и стучит, но не будет стоять там вечно.
Не уходи неизмененным. Не уходи молчаливым. Не уходи онемевшим. Вернитесь к Богу. Выбирайте свою судьбу. Сделайте шаг к изобилию. Примите свое чудо. Примите свое благословение. Ответьте на свой призыв. И, прежде чем уйти, отметьте этот момент, оставьте комментарий ниже и подпишитесь прямо сейчас. Небеса ждут вашего.